Задача: построить линию пересечения фронтально проецирующего цилиндра вращения с поверхностью наклонного конуса с круговым основанием плоскости P1. Показать в проекциях видимость линии пересечения поверхностей. Вот вы видите здесь фронтальную плоскость и горизонтальную плоскость. Вот у нас имеется цилиндр, он является фронтально проецирующим, то есть он перпендикулярен плоскости фронтальной. И на горизонтальной проекции вот этот же цилиндр и та же наклонная, это тот же наклонный конус. То, что цилиндр является фронтально проецирующим, дает нам возможность сразу определить на фронтальной плоскости, где будет линия пересечения поверхностей. Вот этот кусочек окружности, это и будет линия пересечения. Мы его можем сейчас выделить, сделать красным, и вот у нас линия пересечения готова. Остается нам построить линию пересечения здесь, на горизонтальной плоскости. Мы имеем на фронтальной саму линию пересечения. Если мы на ней возьмем несколько точек, конечно, чем больше, тем лучше, то мы, построив эти точки здесь на горизонтальной плоскости, будем, соединив их, получим линию пересечения. Вот эти точечки я уже выбрал, поставил их где? В тех местах, где поверхность цилиндра касается поверхности конуса, дальше на оси, потом там, где заканчивается линия, в двух местах, опять же на оси, И одну точечку третью я поставил не просто так, я поставил ее так, чтобы она у нас лежала вот на этой образующей конуса. То есть я что сделал? Вот эту образующую продлил до конуса. И далее эту же образующую построил на фронтальной плоскости проекции. Вот таким вот образом. Так. Значит, смотрите. Эту взял вот здесь. И вот смотрите, где она у меня. Вот так. Да? Вот она находится здесь. Вот эта образующая конус, она заканчивается здесь. Я ее спроецировал на фронтальную плоскость и провел образующую. И в месте пересечения поставил точку. Зачем это я сделал? Сделал это я для того, чтобы получить здесь точку линии пересечения, которая находится на этой образующей. Если я этого не сделал бы, то последней точки бы не было, и логично, понятно, что наша кривая, показывающая линию пересечения, должна заканчиваться и начинаться где? На образующих конусах. Поэтому было бы неудобно строить. Все равно пришлось бы ее дальше строить. Так, а теперь давайте будем строить точки. Первая образующая конуса, на которой лежит точка 1. Вот это образующая. Теперь эту образующую мы построим на горизонтальной плоскости проекции. И вот смотрите, где эта образующая. Вот она, да, образующая. И где должна лежать точка 1, она должна лежать, соответственно, на этой образующей. Вот мы это с вами построили. Здесь в месте пересечения отметим, что эта точка у нас будет точка 1. Я буду убирать линии построения для того, чтобы чертеж не загромождать и чтобы вам хорошо было видно, откуда что берется. Сразу будем подписывать. Или мы можем что сделать? Скопировать вот эту единичку и поставить ее сюда. Так, первая точка у нас есть. Дальше, точка вторая. Точка вторая лежит на образующей, которая является вот эта ось. Значит, эту образующую вот мы найдем здесь. Эта образующая будет пересекать основание цилиндра,
в двух точках. И проведем две, соответственно, две образующие. Как они выглядят. Ну, одна здесь, а вторая будет являться вот это у нас образующая, которая здесь является касательной к окружности. И где эта точка 2 должна лежать? Ну, давайте ее соединим, проведем линию связи вниз под углом 90 градусов и в местах пересечения найдем точку 2. Одна точка и, соответственно, вторая будет здесь. Есть. Точно так же обозначим эту точку, скопировав обозначение, и перенесем его вот сюда. Одна точка 2 и вторая точка 2 здесь. Ну, линии построения уберем, чтобы они нам не мешали новым линиям. Так, дальше у нас точка 3. Проводим образующую так, чтобы она проходила через точку 3. Провели. Теперь эту образующую построим здесь. Пересекается. И вот смотрите, если мы должны провести образующую как? Вот отсюда сюда, да, должны провести, и отсюда провести сюда, да, вот первая образующая отсюда сюда, и вторая образующая пройдет не так, как я сказал, вот через эту точку должна пройти, вот так. Здесь мы можем обозначить две точки. Это мы провели образующую, но еще мы должны провести линию связи и обозначить две точки. Линия связи идет у нас вот так. И пересекать будет у нас в одной точке. И вторую образующую будет пересекать вот в этой точке. Это будет у нас точка номер 3. Копируем эту точку и ставим ее внизу. Точка 1, точка 2. Так, уберем линии построения. Здесь и эту линию тоже. Так, теперь точка 4. Вот образующая, здесь она заканчивается, и на этой образующей лежит еще точка 7. Теперь мы проведем вот так линию вниз. Пересекать будет у нас наша образующая, будет линия связи от образующей, будет касаться в одном единственном месте, да, вот в этом месте. И все, больше нигде. Теперь найдем точки. Точку 4. Точка 4 будет находиться у нас вот здесь. Ну и давайте смотреть, где будет она находиться. Ну вот в этом месте получается. Это 4. А точка 7 где должна? Ну если мы проведем вот сюда линию связи, то точка 7 у нас будет находиться вот в этом месте. Обозначим полученные точки. Для этого скопируем точку 7 и поставим ее сюда. Затем скопируем точку 4 и поставим ее вот сюда, в это место. Так, уберем лишние линии построения. И все. Так, и смотрите, что мы еще не построили. 1, 2, 3, 4, 7 построили все эти. У нас еще нет 5 и 6 точки. Ну, точно так же проводим через 5
Дальше ищем место пересечения. Строим две образующие. Ну, вот она. И на этих образующих ищем точку пятую. Вот она. Дальше строим здесь. И строим здесь. Это точка пятая. Копируем эту точку. И переносим ее сюда. Одна точка. И вторая точка. Убираем лишнюю линию построения. И эту тоже. Дальше строим положение шестой точки. Ну, у нас образующая есть. Находим образующую здесь. Где она будет? Ну вот, смотрите, она будет совпадать у нас с осью. Дальше проводим одну образующую так, но она уже у нас есть, а вторую вот так. Теперь опускаем линию связи из точки 6 до пересечения и находим одно положение и второе. Копируем точку 6. Одна и вторая. Перенесем точку 5, чтобы не путать шестой. Все. И теперь удаляем. Удаляем линии построения. Так, эту и эту. Все мы поудаляли. Теперь осталось самое трудное, на мой взгляд. Это построить линию пересечения. Для этого надо хорошо подумать, как эта линия будет идти. Эта линия будет у нас кривая. И она у нас идет. Вот смотрите, точка 3 находится на границе между видимой частью и невидимой частью. Значит, мы строим так. 1, 2, 3, 4. Давайте будем строить. 1, 2, 3, 4. Пока так. Дальше подумаем с противоположной стороны, что мы будем иметь. Вот 1, 2, 3, 4. Там с обратной стороны у нас что? Будет тоже 1, 2, 3, 4. Это точки будут у нас какие? Вот эти. Да, 1, получается 2, 3, 4. Вот так. Так. И теперь думаем, правильно мы построили или нет. Ну, я считаю, что не совсем. Почему? Потому что мы, когда будем смотреть сверху, мы будем видеть вот тут этот участок от 1 до 3, да, точки. А вот этот кусочек мы его видеть не будем, да, то есть 2, 3, 4. То есть мы вот тут от точки 2, 3, 4 должны будем построить, что невидимую линию. Ну, проще, наверное, чем ее модифицировать здесь, это, наверное, по новой ее построить. Давайте мы ее построим по новой. Это 1, 2. И смотрим дальше, что за 2 дальше мы не видим. Дальше 2 невидимая на 3. То есть вот так. Ну, она немножко так должна быть изогнутая, да? Не совсем хорошо. Для этого я так поставлю промежуточную точку, чтобы она изогнулась. Есть. Так, и здесь эту тоже уберем. Здесь ставим кривую.
1, 2 и вот так. Тоже надо поставить ее кривую, чтобы она получилась кривая. 1, промежуточную точку, 2 и вот так. Вот. Вот что мы получили. Теперь давайте подумаем, что еще. Значит, ну, очевидно, что, смотрите, что мы тут будем видеть вообще. У нас вот этот кусочек, один наклонного конуса, должен быть виден. Поэтому здесь вот эта линия должна заканчиваться вон в этой точке, правильно? Для того, чтобы так получилось. Ну, я вот и говорил, что у нас, ну, мы тогда проще это будет дорисовать. Ставим здесь, здесь и здесь. Вот так ввели. Вот мы получили такой интересный кусочек. Теперь давайте подумаем дальше, что мы тут будем видеть с другой стороны. С другой стороны, какая часть, что у нас будет видно, а какая нет. У нас есть, смотрите, точка 1, 5. От 1 до 5 мы будем видеть. Значит, мы должны изобразить вот так. 5 в сторону 6. Вот. Дальше здесь вот так, опять же с другой стороны. 1. Мы должны до 5 и в сторону 6. Вот так. Изобразили два кусочка. И здесь, получается, будет виден цилиндр. Да, будет виден цилиндр. Ну, а что же дальше получается? Как у нас идут точки? У нас идет 3, 4, да? Вот, значит, 3, 4, 3, 2, 3, 4. Здесь должен быть кусочек у нас пунктирный. Строим. Вот так. И здесь, да, идет у нас 5, а потом 6 и 7. 6 и 7. И здесь 5, получается 6 и 7. Вот тут у нас должен быть тоже кусочек пунктирный. Значит, и посмотрите, как она пойдет. 5, 6, 7. Ну, здесь она должна быть 5, 6, 7. Поэтому я веду сюда, сюда и вот так заканчиваю. Вот такая получилась линия пересечения. А теперь давайте разберемся, что же мы будем видеть, а что мы не будем видеть. Ну, во-первых, смотрите, здесь четко видно. Вот это мы будем видеть до линии. И вот здесь цилиндр будем видеть. Вот так. Цилиндр будем видеть. Значит, здесь мы цилиндр не видим. Не видим. Дальше, здесь от момента, от этой точки и до самого конца мы вот этот кусочек видеть не будем. Ну, будет он у нас пунктирным. Поэтому сейчас мы сразу его и изобразим пунктиром. Вот от этой точки и до этой. Здесь тоже мы не будем видеть это, а будем видеть пунктир. Есть, разобрались. Теперь здесь, ну, такая же, наверное, история, да? Получается, мы здесь вот этого кусочка, получается, не видим. Значит, мы его так должны вот эту линию перенести вот до точки. Здесь изображаем пунктирную линию. Так, нет, это должна быть основная. А теперь мы должны начертить
пунктирную линию замен. Так. И здесь еще разобраться, что мы будем. Вот этот кусочек маленький, он у нас будет основной линией. Вот отсюда и до сюда. Вот основной линией. Ну и вот такая получилась у нас линия пересечения. Линия пересечения. Видимая и невидимая часть. Задача решена.